Для всех лондонских интеллектуалов того времени она была дочь Годвина. И об этом тоже не забывали вспомнить дочь Мэри Уолстонкрафт. Оба ее родителя были великими диссидентами, иконоборцами и пионерами, передовые мыслители века, не признающие догмы, традиции, презирающие законы божеские и человеческие. Они считали, что люди должны полагаться в своей жизни на разум и моральное чувство, а не религиозные догмы, что государство в любой своей форме убивает индивидуальную свободу, что религия существует для поддержания несправедливой социальной системы. Они были женаты, но вслух осуждали брак как узаконенную кабалу для женщин. Мэри выросла вместе со сводной сестрой Фанни Имлей, которая была рождена ее матери вне брака от другого мужчины, и Годвин никогда ее за это не порицал. Мэри представлялась всем как мисс Уолстонкрафт Годвин, ставя фамилию матери впереди фамилии отца. Я, откровенно говоря, хотела сначала сделать видео не о Мэри Шелли, а о ее матери. Но приближается Хэллоуин, и пора поговорить о чудовищах и о том, откуда они берутся. Мэри Уолстонкрафт умерла на 11-й день после родов, оставив на попечение мужа новорожденную дочку и 3-летнюю падчерицу. В искреннем глубоком горе Годвин потратил первый год вдовства, чтобы издать биографию покойной жены. Это была патологически по тем временам откровенная книга о судьбе женщины, всю жизнь нарушавшей моральные и социальные нормы. В нее вошло все – внебрачные романы, менаж а труа, незаконный ребенок, подозрительно близкая дружба с женщинами, попытки самоубийства. Все вплоть до мучительной смерти в родовой горячке. Книга вызвала общественный скандал. Одной фамилии Годвин теперь было достаточно, чтобы добропорядочные британцы начинали креститься и звать полицию. А надо сказать, что профессия философа-анархиста не была денежной и до этого. Оказавшись вдовцом с 2 маленькими девочками на руках и без какого-то либо постоянного заработка, Годвин оказался в очень тяжелом положении. И вскоре он снова женился на Мэри Джейн Клермонт, хорошо образованной и эмансипированной особе. Она выдавала себя за вдову, у нее самой было 2 маленьких детей, Чарльз и Клэр, но нет никаких доказательств, что она вообще была до этого замужем. Годвин был предан ей, и брак оказался удачным, но маленькая Мэри Годвин, напротив, возненавидела свою мачеху. Годвины основали издательскую фирму, которая продавала по преимуществу детские книги. Однако бизнес не приносил прибыли, и Годвину пришлось занимать значительные суммы и выплачивать одни долги посредством других. Его друзьям и поклонникам, благо у него были настоящие фанаты, периодически приходилось спасать философа от долговой ямы. Образование Мэри Годвин было странным, спорадическим и блестящим. Большую часть знаний она получала из книг своего отца, которые она могла читать еще в рукописях. Годвин часто водил детей на образовательные экскурсии и знакомил их со своими многочисленными друзьями-интеллектуалами. Мэри много читала и много слушала. Сам Годвин описывал 15-летнюю дочь как необычайно смелую, несколько властную и с активным умом. Ее стремление к знаниям велико, а ее упорство во всем, за что она берется, почти непобедимо. Он законно мог бы ей гордиться, но нашла коса на камень. Камнем этим был великий поэт-романтик Перси Bysshe Шелли. Они встретились в 1814 году, когда ей было 17, а ему 22. Он вот буквально только что опубликовал свою первую поэму «Королева Маб», которую большинство людей не поняли, а те, кто поняли, были в шоке. Я отношусь к тем, кто не понял, но согласно Википедии,
Эта поэма содержит ужасающую критику религии, монархии и современного брака. То есть молодой бунтующий поэт-философ считал Годвина и его покойную жену примерно богами и даже хотел спасти Годвина от его бесконечных долгов. Но его собственное финансовое положение было не менее шатким. Он был из почтенной состоятельной аристократической семьи, которая была не в восторге, что их наследник увлекся радикальными политическими идеями и неустанно трубит о них в письменном виде. Между прочим, за письменную пропаганду атеизма тогда можно было сесть в тюрьму. По этому поводу была статья за богохульство. За атеизм его вышвырнули из Оксфорда, и родной отец отказался с ним общаться. После чего Шелли убедил одну восторженную 16-летнюю старшеклассницу по имени Харриет Уэстбрук, что ее угнетают отец и школа, тайно увез ее, они обвенчались, после чего обе семьи прекратили давать им деньги. К моменту знакомства Шелли с Мэри у него уже была дочь и несколько нежных подруг души, ни гроша за душой и чрезвычайно разочарованная и измученная безденежьем жена. Поэтому помочь Годвину материально Шелли не мог и вместо этого соблазнил его дочку. Мэри и Перси начали тайно встречаться на могиле ее матери. Они сразу поняли, что нашли друг друга. Ни одна из его предыдущих восторженных поклонниц не имела такого твердого убеждения в том, что брак – это атовизм, и любовь дает вам права, которые разочарование отнимает. К удивлению и негодованию Мэри, ее отец не одобрил романа дочери с женатым мужчиной. То есть оказалось, что брак был отжившим концептом только до того момента, когда разговор зашел о репутации его собственной дочери. Годвин резко пошел на попятный, отказался от своих прогрессивных идей и потребовал разрыва отношений. Мэри, конечно, не подумала подчиняться, и в результате 28 июля 1814 года пара тайно сбежала во Францию, прихватив с собой сводную сестру Мэри, Клэр Клермонт, которой тоже не сиделась дома и хотелось свободы и романтики. И троица отправилась на юг, утверждать на деле принципы свободной любви и творчества. «Мы словно жили в романе», – вспоминала позже Мэри Шелли. Они с Перси потом издадут книгу об этом путешествии «История шестинедельной поездки», потому что ровно столько они продержались на свободе. Компания добралась до Швейцарии, где нехватка денег заставила их повернуть назад. В сентябре они вернулись в Англию. К искреннему удивлению Мэри, ее отец захлопнул дверь перед ее носом. Начинается совершенно негламурный период их жизни. Троица переехала в дешевую квартиру, где они продолжали заниматься чтением, поэзией и беганием от кредиторов. Мэри была беременна, плохо себя чувствовала и не могла участвовать в развлечениях. Почти наверняка между Шелли и Клэр Клермонт начались отнюдь не платонические взаимоотношения, что Мэри приходилось терпеть во имя свободной любви. Ее настроение не улучшилось, когда она услышала, что жена Шелли, Харриет, родила сына, наследника состояния Шелли и баронета. Что, впрочем, на тот момент не помогало и Харриет, тоже едва сводившей концы с концами. На их счастье, в начале января 1815 года скончался дед Шелли, и у поэта и его женщин появилась надежда не умереть с голоду. Но урегулирование финансовых дел между Шелли и его отцом тянулось до апреля следующего года. В феврале Мэри преждевременно родила девочку, которая умерла 10 дней спустя, в значительной мере от невзгод. Смерть ребенка очень тяжело повлияла на Мэри. Ее мучили кошмары. Она грезила о том, что ребенок не умер, что ей удалось отогреть ее у огня. Между тем, известность Шелли как поэта растет, и Клэр Клермонт тоже хочется завести себе известного поэта. Ее внимание, разумеется, обращается на Байрона, который в те годы как раз поднялся на вершину успеха. Красавец,
эгоистический индивидуалист, безусловный гений и гений маркетинга, Байрон превратил всю свою жизнь в романтический перформанс. Я не говорю, что он был лицемером, он скорее сделал свою поэзию автобиографическим романом, блогом в стихах. Очень многие восторженные дамы хотели бы оказаться в этом романе, и Клэр Клермонт каким-то образом это удалось. Байрон ни на минуту не был в нее влюблен, но он тогда не отказывал ни одной женщине. Из всех поклонниц Клэр выделялась только тем, что она познакомила Байрона с Шелли. Оба поэта заочно восхищались друг другом и были рады сойтись поближе. Они, с одной стороны, были очень разными людьми, но с другой у них было много общих убеждений. Этакие Евгений Онегин и Ленский. Вода и пламень, стихи и проза, лед и камень. Через Клэр Байрон приглашает Перси и Мэри провести лето с ним в Женеве. Клэр, на этот момент беременная от лорда, увязывается с ними в надежде добиться от Байрона каких-то гарантий относительно себя и их будущего ребенка. В мае 1816 года троица снова отправляется на континент. Байрон фактически сбежал из Англии, где скандал, связанный с его разводом, слухи о его связи с единокровной сестрой Августой и постоянно растущий долг сделали его жизнь невыносимой. За подробностями, пожалуйста, в рассказ о его дочери Аде. Он уехал в апреле 1816-го, и он больше никогда не вернется на родину. В июле Байрон арендовал виллу Диодати в 4 километрах от Женевы, на берегу одноименного озера. Перси Биши, Мэри, их маленький сын и Клэр обосновались в гораздо более скромном домике неподалеку. Очень быстро Байрон и Шелли стали практически неразлучны. Вилла Диодати стояла на самом берегу озера, и говорили, что отель на другом берегу предоставлял за деньги места на балконе у небольшого телескопа, через который постояльцы могли наблюдать за жизнью скандально знаменитых поэтов и их не менее скандально знаменитых подруг, которых все дамы вслух порицали и жалели, но втайне многие им завидовали. Поэты, самому старшему из которых Байрону было всего 28, а девушкам было по 18, проводили время за сочинительством, читали друг другу свои новые стихи и катались на лодке по озеру до поздней ночи, когда позволяла погода, конечно. Это был пресловутый год без лета. Мощнейшее извержение вулкана в Индонезии затянуло вулканическим пеплом небо над половиной земного шара. Может быть, причины были другими, но факт остается фактом. Лето в 1816 году в Швейцарии выдалось исключительно скверным. Было холодно, и почти непрерывно шел дождь. Наша компания, запертая в 4 стенах, без возможности гулять и романтически кататься в лодке, сходила с ума от скуки. Сидя у камина, они развлекались немецкими историями о привидениях. «Фантасмагориана» – французская книжка переводов страшных немецких сказок, очаровала наших романтиков, находившихся под влиянием мрачной погоды, жизненных проблем, вина и лауданума. Там была повесть о неверном возлюбленном, вспоминала потом Мэри, где герой, думая обнять невесту, с которой только что обручился, оказывается в объятиях бледного призрака той, которую когда-то покинул. Была там и повесть о грешном родоначальнике семьи, который был осужден обрекать на смерть своим поцелуем всех младших сыновей своего несчастного рода, едва они выходили из детского возраста. В полночь, при неверном свете луны, исполинская призрачная фигура, закованная в доспехи, медленно проходила по мрачной аллее парка. Байрон предложил всей компании, Перси, Мэри, своему 20-летнему доктору Полидори и Клэр, соревнование, кто сочинит самую страшную новеллу по привидениям. Байрон начал повесть о вампирах, о которых он наслушался во время своих странствий по Балканам. Шелли, которому проза удавалась только в форме политических памфлетов,
быстро бросил эту затею. Полидорий придумал жуткую даму, у которой вместо головы был череп в наказание за то, что она подглядывала в замочные скважины. А Мэри всерьез решила написать повесть. Такую повесть, которая обращалась бы к нашим тайным страхам и вызывала нервную дрожь. Такую, чтобы читатель боялся оглянуться назад, чтобы у него стыла кровь в жилах и громко стучало сердце. На вилле Диодатии Мэри Годвин начнет сочинять роман о Викторе Франкенштейне и его чудовище. В те годы электричество и его природные свойства вызывало огромный интерес как ученых, так и самой широкой публики. Про электричество тогда знали очень мало, но надеялись, что если людям удастся приручить эту страшную силу природы, проявлявшуюся в убийственных молниях, то человечество достигнет таких высот, такой власти, что просто захватывало дух. С другой стороны, многих беспокоило, что если человек, как Прометей, похитит небесный огонь, то ни к чему хорошему это не приведет. То есть интерес к электричеству в те годы можно сравнить, пожалуй, с современным интересом к искусственному интеллекту. Точно так же этот вопрос вызывал горячие дебаты у людей, которые абсолютно не были специалистами, но чрезвычайно беспокоились, как далеко могут зайти технологии и какие страшные и опасные последствия это может иметь для человечества. Самыми пугающими на тот момент были, конечно, эксперименты Луиджи Гальвани, который прикасался электродами к отрезанным лапкам лягушки, и они начинали дергаться, как живые. В его честь это явление было названо гальванизмом. Гальвани выдвинул теорию, что электричество как-то связано с движением и жизнью как таковой, и что, возможно, все живые существа оживлены каким-то видом электричества, ходящего по телу. Его племянник Джованни Алдани проводил публичные демонстрации эффекта гальванизма, где перед целым залом перепуганных зрителей заставлял не только дохлую лягушку, но и тело казненного преступника конвульсивно содрогаться под воздействием электричества. Динамо-машины уже тогда были. И Байрон, и Шелли в то лето оживленно обсуждали эти эксперименты. Быть может, удастся оживить труп. Явление гальванизма, казалось, позволяло на это надеяться. Быть может, ученые научатся создавать отдельные органы, соединять их и вдыхать в них жизнь, писала потом Мэри, мало говорившая, но прилежно слушавшая. Каждое утро ее спрашивали, как сочинила историю о привидениях. И каждое утро она пристыженно отвечала, что еще нет. Но ее мысль работала со страшной интенсивностью. И вот настала ночь, когда все эти разговоры о загадках жизни и смерти, страшные истории и ее собственные фантазии дали плоды. Было уже за полночь, когда мы отправились на покой. Положив голову на подушки, я не заснула, но не просто задумалась. Воображение властно завладело мной, наделяя являющиеся мне картины яркостью, какой не обладают обычные сны. Глаза мои были закрыты, но я каким-то внутренним взором необычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным им существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва лежало неподвижно, а потом, повинуясь некой силе, подало признаки жизни и неуклюже задвигалось. Мастер ужасается собственного успеха и в страхе бежит от своего создания. Он надеется, что зароненная им слабая искра жизни угаснет, что существо, оживленное лишь наполовину, снова станет мертвой материей. Он засыпает в надежде, что могила навеки поглотит мимолетно оживший отвратительный труп. Он спит, но что-то будит его. Он открывает глаза и видит, что чудовище раздвигает занавесью у его изголовья, глядя на него желтыми, водянистыми, но осмысленными глазами. Сама перепугавшись до полусмерти, Мэри с утра принялась записывать то, что, как она предполагала, будет коротким рассказом. Это было ненастной ноябрьской ночью, начинает она и записывает свой сон. Позже она описала то лето в Швейцарии как момент, когда я впервые вышла из детства в жизнь. Но Франкенштейн не был закончен тем летом.
Перси, который всегда поощрял интерес жены к литературе, настоял, чтобы она не торопилась и расширила свою идею до полноценного романа. Когда лето кончилось, они вернулись в Англию и обосновались в Бате. Клэр по-прежнему с ними, поскольку Байрон однозначно заявил, что не хочет иметь с ней дело, но обещает позаботиться о будущем ребенке. Вся троица по-прежнему отлучена от их семей, но Мэри поддерживает переписку со своей другой сводной сестрой Фанни Имлей, незаконной дочерью их гениальной матери, которая по-прежнему живет с отчимом и его второй женой. Положение Фанни было незавидным. Быть незамужней девицей в тогдашней Великобритании означало быть финансовым бременем для семьи. Фанни, ранимая и чувствительная девушка, постоянно чувствовала, что она является обузой. Ее письма к Мэри становились все более и более отчаянными. И в конце концов, 9 октября Фанни написала такое тревожное письмо, что оно заставило Перси Шелли помчаться на ее поиски. Но было уже поздно. Утром 10 октября Фанни Имлей была найдена мертвой в гостинице в Бристоле. При ней была предсмертная записка и опустошенная бутылка лауданума. И Мэри, и Шелли, который тоже был привязан к девушке и смутно подозревал, что она была безответно в него влюблена, очень переживали ее смерть. Не успели они толком опомниться, как 10 декабря жена Перси, Харриет, была обнаружена утонувшей в озере. Ее отношения с Шелли перешли в открытую вражду. Харриет пыталась шантажировать его, требуя вернуться и позаботиться о детях, что только отвратило Шелли от нее. Покинутая мужем и семьей, Харриет была не в силах заботиться о детях, и поговаривали, что она опустилась настолько, что дошла до проституции. И практически никто не сомневался, что ее смерть не была несчастным случаем. Несмотря на то, что смерть Харриет позволила Перси и Мэри узаконить свои отношения, это совершенно не улучшило ее психологического состояния. Мертвые начинают громоздиться вокруг нее. Все еще переживая смерть дочери, скорбя по Фанни и ужасаясь страшному концу Харриет, Мэри пишет первые главы своего романа. Капитан Роберт Уолтон отправляется из Архангельска искать Северный полюс и по дороге застревает во льдах. Мимо них в полярной ночи проносится собачья упряжка, управляемая огромной фигурой. Той осенью Перси Шелли часто жил вдали от дома, чтобы не попасться кредиторам, барабанящим в дверь и угрожавшим отправить поэта в долговую яму. Аллегро Байрон, ребенок, чье появление причиняет неудобства всем, переходит из рук в руки и в конце концов умрет в школе-интернате. От красивой истории свободной любви остаются одни ошметки. Гротескная страшная сказка о чудовище начинает превращаться в трагический роман о несчастном создании, покинутом своим создателем. Чудовище не было чудовищем при рождении. То, что его отец отказался от него, бросил погибать, вот что сделало из него монстра. И он, задуманный как сверхчеловек, прекрасный и могучий, мечется по свету, пытаясь урвать хоть немного любви и тепла, но все отворачиваются от него и гонят прочь. И он начинает в отчаянии убивать. Угрозы тюрьмы, плохое здоровье и страх потерять опеку над детьми заставляют Перси и Мэри Шелли бежать в Италию. Они уехали 12 марта 1818 года. Они не собирались возвращаться. Но еще 1 января «Франкенштейн» или «Современный Прометей» вышел в свет. Роман был выпущен анонимно, с предисловием, написанным Перси Bysshe Шелли, и с посвящением Уильяму Годвину. Похоже на то, что критики, которые не догадывались, кто автор этого романа, отнеслись к нему с большим пониманием и интересом, чем те, которые догадывались, что автор молодая женщина. Вальтер Скотт восхвалял роман как необычайную историю, в которой автор, как нам кажется, раскрывает необычайные силы поэтического воображения. В 2 других ревью, где автор указан как дочь Уильяма Годвина, критики объясняют недостатки романа тем, что он написан женщиной.
Но, несмотря на критику, Франкенштейн добился почти немедленного успеха у публики. Его начали даже ставить на сцене, до того еще, как потом больше 50 раз экранизировали. Несмотря на это, Мэри и ее семья продолжали бедствовать. Мэри продала права издательству за 30 фунтов. Это все, что она заработала. Никаких роялти тогда авторы не получали. В Италии они начали бродячую жизнь, никогда не останавливались надолго на одном месте. Мэри часто болела, а Перси заводил многочисленные романы. В сентябре 1818 года в Венеции умерла от дизентерии их годовалая дочь Клара. В июне 1819 года в Риме умер от малярии сын Уильям. Мэри опять остается бездетной и одинокой и погружается в глубокую депрессию, которая окончательно отдалила ее от мужа. Некоторое время Мэри находила утешение только в своем творчестве. Люди часто забывают, что Мэри Шелли не была автором одной книги. Она была состоявшимся литератором с 7 изданными романами. Ее третий роман «Последний человек», изданный в 1826 году, это один из первых апокалиптических романов, в котором описывается конец человечества от неизвестной чумы, предтеча всех этих фильмов. Она изо всех сил старалась зарабатывать писательским трудом, но гонорары ее были невелики. Летом 1822 года Мэри, Перси, Клэр и их друзья, Эдвард и Джейн Уильямс, переехали в изолированную виллу Магни на берегу моря, недалеко от деревушки Сан-Теренцо в заливе Ричи. Мэри этот тесный дом казался темницей. Тем летом Перси проводил больше времени с Джейн Уильямс, чем со своей женой. Большая часть стихотворений, написанных Шелли в Сан-Теренцо, посвящена Джейн, а не Мэри. Вместе с Эдвардом Уильямсом Шелли купит новую двухмачтовую шхуну, которую назовет Дон Жуан в честь поэмы Байрона. Шелли был неплохим моряком и вовсю наслаждался своей новой игрушкой. 1 июля 1822 года Шелли и Уильямс отплыли в Ливорно, где Шелли собирался встретиться с Байроном, чтобы обсудить проект нового журнала «The Liberal». После встречи 8 июля в сильный шторм Шелли, Уильямс и их юнга отплыли из Ливорно в Ле-Ричи. Они так и не вернулись. Мэри узнала о том, что произошло несчастье, благодаря письму, написанному Перси. «Умоляю, напиши нам, как ты добрался домой», – писали друзья из Ливорно, «потому что, как говорят, у тебя была плохая погода после отплытия в понедельник, и мы волнуемся». «Бумага выпала из моих рук», – позже вспоминала Мэри. «Меня начало трясти». Она и Джейн Уильямс бросились в Ливорно, а затем в Пизу, в угасающей надежде, что их мужья еще живы. Через 10 дней после шторма 3 тела выбросило на берег, примерно на полпути из Ливорно в Ле-Ричи. Друзья кремировали тело Перси Шелли прямо там же, на пляже, согласно тогдашним итальянским законам, призванным предотвратить распространение болезней. Во время кремации произошло необычное явление. Сердце Шелли не сгорело полностью. Говорят, это произошло из-за кальцификации, вызванной развивающимся туберкулезом, что сделало сердце поэта в прямом смысле слова каменным. Сердце было извлечено из погребального костра и передано Мэри. В 24 года она стала вдовой и больше никогда не вышла замуж, хотя ей неоднократно предлагали. Но она отвечала поклонникам, что она была замужем за гением и теперь может выйти замуж только за другого. Из 4 ее детей выжил только 1, и в конце концов он стал наследником поместья Шелли. Практически до конца жизни ей пришлось бороться с нуждой. Она работала над своими романами и над редактурами стихов и поэм покойного мужа. К 30-м годам Шелли стал прославленным поэтом, и издатели постоянно обращались к Мэри с вопросами переиздания его произведений. Они хотели смягчить их радикальный дух, но Мэри не позволила. Родня поэта настаивала, чтобы скандальная биография Шелли не стала достоянием общественности, и Мэри удалось рассказать о муже, включив в издание его поэм обширные биографические примечания.
Мэри страдала от головных болей и приступов паралича, что иногда мешало ей читать и писать. 1 февраля 1851 года она умерла в возрасте 53 лет, вероятно, от опухоли головного мозга. В первую годовщину ее смерти ее наследники открыли ящик ее письменного стола. Внутри они нашли пряди волос ее мертвых детей, их общий с Перси дневник и копию его поэмы «Адонаис», в одну страницу которой было завернуто его сердце.